Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы в Национальном центре управления обороны Российской Федерации проводим брифинг начальника управления строительства и развития систем применения беспилотных летательных аппаратов Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Новикова Александра Владимировича. Александр Владимирович, пожалуйста. Добрый день. В ночь с 5 на 6 января 2018 года российская авиабаза Хмеймим подверглась атаке террористов с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов. В ударе по российским военным объектам было задействовано 13 беспилотников самолетного типа. Средствами разведки воздушного пространства авиабазы все воздушные цели были обнаружены на безопасном от аэродрома расстоянии. 7 беспилотников уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь», 6 с использованием средств электронной борьбы посажены в заданных точках. При этом 3 беспилотника в ходе посадки разрушились в результате подрыва подвешенных на них боеприпасов. Необходимо отметить, что Минобороны России ведется постоянный мониторинг применения всех типов вооружения и военной техники боевиками на территории Сирии. И вырабатываются необходимые меры противодействия. Это в полной мере относится и к беспилотным летательным аппаратам. В целях противодействия их применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус развернуты эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления, что позволило гарантированно отразить атаку террористов в ночь с 5 на 6 января. До недавнего времени боевиками беспилотники использовались в основном для ведения воздушной разведки. Отмечались лишь единичные случаи их применения в ударном варианте. Как правило, это были дроны кустарного производства, собранные из деталей, имеющихся в свободной продаже. В середине 2016 года для ведения воздушной разведки и нанесения ударов начали применяться квадрокоптеры зарубежного производства. При этом следует отметить, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах. Беспилотники, использовавшиеся боевиками для нанесения ударов по объектам вооруженных сил Российской Федерации в ночь с 5 на 6 января, были применены впервые. Специалистами Минобороны России проведена детальная оценка конструкции и возможностей данных дронов. При кажущейся простоте для их создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники. Кустарное производство таких дронов возможно только при наличии схем сборки и необходимых комплектующих, ранее опробованных в ходе многочисленных испытаний. Используемые для производства подобных беспилотников комплектующие, двигатели, рулевые машинки, аккумуляторные батареи можно приобрести по отдельности в свободной продаже. При этом сборка и применение их в единой системе представляют собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов. Приведу несколько примеров. На беспилотниках установлены двигатели внутреннего сгорания, которые применяются для мотокосилок и веломопедов. И, как вы понимаете, без соответствующей доработки они не могут быть установлены на дроны. Кроме того, для применения с беспилотников средств поражения необходимо специальное программное обеспечение. При этом для достижения необходимой эффективности применения боеприпасов должны быть получены точные координаты целей, а также учитываться многие параметры, такие как высота, скорость полета беспилотника,
направление и скорость ветра и другие. Проведенные исследования показывают, что установленное на беспилотниках электронное оборудование обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, а также исключало постановку по обеих системах и их управления. Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете. Для получения необходимых летно-технических характеристик планера, даже изготовленного кустарным способом, должны быть выполнены необходимые расчеты и проведены их летные испытания. Соответствующей подготовки и знаний требует и организация боевого применения беспилотников. Массовый запуск дронов на российские военные объекты в Сирии был произведен с одного места в относительно короткое время. На слайде представлены расшифрованные данные захваченных беспилотников, о их запрограммированных и реальных маршрутах полетов и планируемых точках сброса боеприпасов. При этом один из беспилотников был оснащен видеокамерой и предназначался для контроля и при необходимости корректирования наносимых ударов. С учетом этого для организации атаки необходимо было выполнить детальные инженерно-штурманские расчеты, обеспечивающие эффективность группового применения дронов. Заслуживает внимания используемые на беспилотниках боеприпасы. Как вы видите, это самодельные взрывные устройства массой около 400 грамм, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов. Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался тен, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине, на Шосткинском заводе химических реактивов, и не может быть изготовлен в кустарных условиях или извлечен из других боеприпасов. В настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя данного взрывчатого вещества. Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать следующие основные выводы. Первый. Создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производивших и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Второй. Появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, в завершении нашего брифинга хотим еще раз подчеркнуть, что не следует путать примитивную сборку представленных вам ударных дронов, заложенным при их разработке инженерно-техническими решениями. Разработка таких смертоносных машин требует хороших специальных знаний, практических навыков и опыта эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Факт передачи боевикам из-за рубежа технологий сборки и программирования ударных беспилотных средств говорит о том, что масштаб этой угрозы не ограничивается границами Сирии. Аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах, и не только в отношении военных объектов. Для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуется серьезное внимание и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон на международном уровне. Спасибо за внимание.